Ты живешь в этом теле десятилетиями, но понятия не имеешь, что в нем происходит. Часть процессов настолько странные и абсурдные, что звучат как анекдот, но они реально происходят внутри тебя прямо сейчас. Сегодня ты узнаешь 33 факта о человеческом теле, которые звучат как бред сумасшедшего, но их подтверждает биология. Ты немного удивишься тому, что умеет твой мешок с костями. Готов? Твой мозг может генерировать электричество, достаточное, чтобы зажечь лампочку. Если бы тебе сказали, что ты ходишь с маленьким биологическим реактором внутри черепа, ты бы, скорее всего, усмехнулся. Но твой мозг именно так и работает. Более 80 миллиардов нейронов непрерывно создают и передают электрические импульсы. Один импульс – микроскопическая вспышка, но когда миллиарды клеток выстреливают почти одновременно, общая мощность становится реально ощутимой. Каждый раз, когда ты думаешь, вспоминаешь имя, читаешь это предложение или даже просто замечаешь, что дышишь, твой мозг устраивает молниевое шоу. Этот орган генерирует примерно 20 Вт электричества. Это хватило бы, чтобы зажечь маленькую LED-лампочку. Неоновые мысли, электрические решения, молнии сомнений – все это буквально происходит у тебя в голове. И да, что самое интересное, мозг потребляет 20% всей энергии тела, хотя весит всего около 2% массы человека. Ты таскаешь в себе самый прожорливый и самый высокотехнологичный орган, который не выключается никогда. Даже когда ты спишь, он работает как ночная электростанция. Ты видишь мир с задержкой 80-150 миллисекунд, и мозг постоянно дорисовывает реальность. Кажется, что ты воспринимаешь мир мгновенно. Вот объект, вот движение, вот звук. Но это иллюзия. Реальность всегда приходит к тебе с небольшой задержкой. Глаза фиксируют свет, превращают его в электрический сигнал, отправляют в мозг, мозг сортирует шум, выделяет важное, распознает объекты, сверяет их с памятью, и только после этого картинка появляется в твоем сознании. Средняя задержка около 0,1 секунды. В обычной жизни это незаметно, потому что мозг играет с тобой в очень хитрую игру. Он предсказывает будущее. Да, чтобы скрыть задержку, мозг моделирует то, что вот-вот произойдет, и вставляет предсказания вместо сырой реальности, пока та догоняет. Ты живешь в постоянно генерируемой симуляции, где прошлое, настоящее и будущее переплетены. Все, что ты видишь, слегка подделанная, подкрашенная, дорисованная версия мира, которую мозг выдает за правду только для того, чтобы ты не сошел с ума от ощутимой задержки. Иронично, мы уверены, что видим мир четко и точно. Хотя на самом деле видим аккуратную ложь, созданную внутри черепа. Мозг не чувствует боли, но полностью контролирует, что такое боль. Если ударить тебя по руке, ты вскрикнешь от боли, но если ударить по мозгу, ощущения будут нулевыми. Главный орган, который отвечает за боль, сам боли не ощущает, поэтому нейрохирурги спокойно оперируют пациента под местной анестезией, пока он бодрствует и даже разговаривает с врачами. Парадокс заключается вот в чем. Боль существует только в мозге. Любая травма, любое повреждение – это просто набор сигналов, похожих на шум в проводах, но именно мозг превращает их в страдания. Он решает, насколько сильно тебе должно болеть, насколько долго и как ты это переживешь. Иногда мозг вообще создает боль на пустом месте. Фантомные боли у людей бесконечностей – самый известный пример. Человек ощущает, как болит то, чего физически нет. Никакой конечности, только память о ней. Боль – продукт обработки данных, а не физический факт. Выходит, что боль – это не свойство тела, это программа мозга. И если главный сервер решит, что нужно страдать, он включит боль, даже если объективных причин нет. Когда ты мысленно проговариваешь слова, мышцы голосовых связок слегка двигаются. Секретный режим шепота, которым ты пользуешься, даже не подозревая об этом. Всякий раз, когда ты читаешь про себя, повторяешь номер телефона, пытаешься вспомнить чью-то реплику или просто ведешь внутренний диалог, твои голосовые мышцы микроскопически двигаются. Эти движения настолько слабые, что человеческий глаз их не заметит, но аппаратура улавливает их без ошибок. Твой организм готовится озвучить слова, хотя ты их удерживаешь внутри головы. Это происходит потому, что речь – глубоко встроенный механизм. Она связана не только с мозгом, но и с мышцами, дыханием, моторикой. Мы эволюционировали как вид, который слишком зависим от голоса, поэтому внутренняя речь все равно активирует биологические цепочки, которые когда-то управляли настоящим криком в лесу или переговорами перед охотой. Внутренний монолог – это не мысли в чистом виде. Это тихая, едва слышная работа твоего тела. Ты действительно говоришь, просто без звука. Ощущение падения во сне – это сбой системы стабилизации тела.
Тот самый момент, когда ты уже почти заснул, и вдруг тело дергается, будто ты провалился в пропасть. Неприятно, резко, неожиданно, но абсолютно нормально. Это явление называется гипнический вздрак, и оно связано с тем, что мозг в этот момент переключается в сонный режим и временно теряет четкость восприятия положения тела. Система стабилизации, комплекс нейронов, который отслеживает равновесие, напряжение мышц, глубину дыхания, внезапно получает противоречивые сигналы и решает, что ты падаешь. Чтобы спасти тебя, мозг отправляет аварийную команду – резко напрячь мышцы. Большинство людей переживает гипнический вздрак регулярно, особенно после стресса, физической усталости или недосыпа. По сути, это маленькая внутренняя тревога, спровоцированная хаосом в нервной системе. Остатки древнего механизма, который когда-то помогал нашим предкам не упасть с дерева во время сна. Ты принимаешь решение раньше, чем понимаешь, что решил. Один из самых ломающих мозг фактов – эксперименты нейробиологов показывают, что мозг выбирает действия раньше, чем ты осознаешь выбор. Участникам исследования предлагали нажать кнопку, когда они захотят. Аппаратура фиксировала момент, когда человек осознавал решение, и сравнивала его с моментом, когда мозг реально начинал процесс выбора. Разница была ошеломляющей. Мозг стартует за сотни миллисекунд до того, как человек ощущает, что сейчас нажму. Это значит две вещи. Сознание не командир, а рассказчик. Оно объясняет тебе уже принятое решение, оформляя его в логичный внутренний монолог. Свобода воли – тонкая иллюзия. Ты ощущаешь, что управляешь собой, но большинство решений мозг принимает автономно. Даже когда тебе кажется, что ты долго размышлял и пришел к выводу, скорее всего, мозг давно все решил, а размышления были оправданием, красивой упаковкой. Осознанная часть тебя – это не дирижер, а спортивный комментатор. Всегда опаздывает, но блистательно описывает происходящее. Кожа – это твой самый большой орган, около 2 квадратных метров площади. Ты привык думать о коже как о чем-то вроде обложки, тонкого слоя, который просто защищает содержимое тела. Но на самом деле кожа – это целая экосистема, огромный многоуровневый биологический механизм, который работает 24/7 и при этом остается незаметным. Площадь твоей кожи примерно 2 квадратных метра. То есть она занимает больше места, чем большинство ковровых дорожек в прихожей. Кожа состоит из 3 основных слоев – эпидермиса, дермы и гиподермы. Каждый из них выполняет свою работу. Поверхностный слой отталкивает бактерии, УФ-лучи и токсины. Средний слой регулирует температуру и восстанавливает повреждения. Глубокий слой – это склад энергии и амортизатор при ударах. Кроме того, кожа – это орган общения. Она выделяет запахи, пот, гормоны, регулирует теплообмен, дает миру информацию о твоем состоянии. Когда ты бледнеешь, краснеешь, потеешь, дрожишь – это сообщения, которые тело отправляет окружающим. И самое впечатляющее – кожный покров постоянно обновляется. Раз в месяц ты буквально сбрасываешь свое внешнее тело и ходишь в новом. Ты существо, которое линяет, просто делаешь это слишком культурно, чтобы заметить. Ты теряешь около 40 тысяч клеток кожи каждую минуту. Каждый час ты теряешь больше частиц кожи, чем весит небольшой лист бумаги. Это звучит как преувеличение, но это чистая биология. Кожа обновляется настолько активно, что твой дом, одежда, постель, машина – все усыпано твоими собственными клетками, которые ты роняешь каждую минуту. Каждая из этих клеток – крошечная плиточка, отшелушившийся кератин. Они плавают в воздухе, оседают на поверхностях, вплетаются в домашнюю пыль. Если сказать грубо, то каждый человек оставляет за собой невидимый след – облако из миллионов микрочастиц, своеобразный биологический шлейф. По исследованиям, до 70% домашней пыли – это именно так – остатки твоей кожи. Когда ты делаешь уборку дома, ты фактически вытираешь собственные следы, которые оставил за последнюю неделю. И это не недостаток организма. Это результат того, что ты постоянно в процессе обновления. Тело избавляется от старого, чтобы построить новое. Без этого механизм жизни бы просто остановился. Твое тело светится в темноте. Просто слишком слабо, чтобы увидеть. Да, ты светишься. Настоящим биологическим свечением – биолюминесценцией. Ученые выяснили, что человеческое тело испускает фотоны, когда происходят естественные метаболические реакции. Это световой шум, побочный эффект химического обмена, который всегда идет внутри тебя. Но этот свет невероятно слабый, настолько, что человеческий глаз не способен его заметить даже в полной темноте. Специальные высокочувствительные камеры фиксируют слабое свечение, которое слегка меняется в течение суток, усиливаясь ночью и ослабевая днем. Особенно активно светится лицо, лоб, щеки и шея. Там обмен веществ идет быстрее. Получается, что ты – тихий мягкий фонарик, просто созданный природой слишком экономно. Эта деталь делает человека еще более странным существом.
Мы живем в мире света, создаем искусственные лампы, хотя сами являемся свечами, которые никогда не тухнут. У тебя есть уникальный запах личности, как биологический отпечаток, который невозможно подделать. Ты можешь не чувствовать его сам, но твой организм носит с собой абсолютно уникальный ароматический рисунок, своего рода химическую подпись. Его формируют бактерии на коже, состав пота, гормональный фон, питание, генетика и даже эмоциональное состояние. Этот запах настолько индивидуален, что ученые могут различать людей так же точно, как по отпечаткам пальцев. Этот аромат не пахнет в привычном смысле. Он работает как тихий биологический сигнал. По нему животные узнают членов своей группы, матери находят детей, а люди, сами того не осознавая, выбирают партнеров. Исследования показывают, мы тянемся к тем, чьи естественные запахи совместимы с нашей иммунной системой. Это древний механизм отбора, который работает независимо от разума. Каждый раз, когда ты выходишь из дома, твой организм как будто оставляет за собой невидимый хвост из молекул, рассказывающий миру, кто ты. И этот химический паспорт невозможно изменить духами или дезодорантом. Они лишь накладываются сверху, но основной код все равно пробивается. Так что да, твой запах уникален. Это твой биологический никнейм, который тело транслирует даже тогда, когда ты молчишь. Гусиная кожа – это наследие древних предков смехом. Когда ты испытываешь холод, страх, трепет или даже сильное восхищение, кожа покрывается мелкими бугорками – пилоэрекцией. Это феномен, который достался тебе от предков, покрытых густым мехом. У животных этот механизм работает четко. Если холодно, мех встает дыбом, удерживая тепло. И если опасность, животное визуально увеличивается, чтобы казаться крупнее. Но человек потерял шерсть, а вот механизм оставил. Поэтому гусиная кожа – это маленький эволюционный привет из прошлого. Твое тело запускает древний защитный режим, который уже не выполняет практической функции, но продолжает существовать как эмоциональный усилитель. Иногда гусиная кожа возникает от музыки или искусства. Это уже реакция не на угрозу, а на резкий всплеск дофамина и эндорфинов. Наши тела все еще пытаются объяснить сильные эмоции простыми животными сигналами, хотя мир давно стал сложнее. Органы чувств работают асинхронно. Мы никогда не воспринимаем мир как есть. Ты думаешь, что зрение, слух, осязание, вкус и запах получают информацию одновременно и ровно такой, какой она есть. Но органы чувств работают как плохо согласованный оркестр, где каждый инструмент запаздывает, торопится или исправляет другого. Звуки приходят быстрее, чем запахи, а зрение опаздывает из-за обработки сигнала. Слух иногда дорисовывает то, что не услышал, а зрение – то, что не увидело. Мозг объединяет все эти несовпадающие сигналы и собирает общий образ реальности. Но этот образ не точный, а удобный. Например, если звук приходит чуть раньше движения, мозг сдвигает время, чтобы тебе казалось, что все происходит одновременно. Если картинка нечеткая, мозг достраивает ее по памяти. Если запах слабый, он усиливает его важность или полностью игнорирует. Мы живем не в реальности, а в собранной мозгом версии реальности. Удобной, но далекой от объективной. По сути, каждый человек живет в собственной сенсорной версии мира. Кровеносная система может растягиваться на 100 тысяч километров. То, что скрыто в тебе, это не просто набор трубочек, а самая протяженная транспортная сеть на Земле. Кровеносная система, если ее разложить в одну линию, протянулась бы примерно на 100 тысяч километров. Этого хватило бы, чтобы почти дважды обернуть планету по экватору. И все это умещается внутри человека, ростом 1,5–2 метра. Сеть капилляров настолько широкая, что каждый миллиметр твоего тела получает питание и кислород. Капилляры тоньше человеческого волоса в десятки раз. По ним могут протискиваться только эритроциты, и то один за одним, как люди, проходящие боком через узкую дверь. Каждая клетка тела, буквально каждая, имеет собственную линию подвоза ресурсов, потому что иначе она умрет через несколько минут. И твой организм выстраивает эту сеть так, чтобы ни один его участок не остался без внимания. Система одновременно прочная и гибкая. Она выдерживает скачки давления, переживает компрессию, растягивается и сжимается, подстраиваясь под движение. Ты буквально ходячая биологическая мегадорога, в которой каждую секунду несутся миллиарды молекул, направляющихся по своим маршрутам. Сердце создает давление, способное расплескать кровь на 3 метра. Внутри тебя постоянно работает натуральный гидравлический насос с мощностью небольшого водяного насоса. Давление в артериях настолько высокое, что если артерию проколоть, струя крови способна вылететь на расстояние до 3 метров. Звучит как сцена из хоррора, но это просто физика.
Сердце создает давление около 120 мм ртутного в столовое, достаточное, чтобы кровь разгонялась по телу со скоростью десятки сантиметров в секунду. И это давление не статичное, оно меняется ежемгновенно, при вдохе, при стрессе, при прыжке, при смехе, при внезапной тревоге. Сердце мгновенно подстраивается под ситуацию, как автоматика. Но самое впечатляющее – это постоянство. У большинства людей сердце сокращается около 100 тысяч раз в сутки. Оно прокачивает примерно 7-8 тысяч литров крови в день, как небольшой бассейн. А главное, сердце делает это годами, десятилетиями, без пауз, без перерывов, без техобслуживания. Мышца, которая никогда не отдыхает и при этом умудряется не ломаться. Ты носишь в груди насос, который по надежности превосходит любую технику, созданную человеком. У некоторых людей есть дополнительное ребро – шеечная аномалия. Около 1% людей рождаются с лишним ребром, так называемым шейным, которое находится выше обычной грудной клетки в районе шеи. Это редкая особенность, но она показывает, насколько пластичным может быть человеческое тело. Шейное ребро словно забытый фрагмент конструкции, эволюционная подсказка о том, как когда-то выглядели наши предки. У некоторых животных такие ребра – норма, но у человека это считается отклонением развития. Удивительно то, что большинство обладателей такого ребра даже не подозревают о его существовании. Оно может вообще не давать никаких симптомов. В других случаях, наоборот, оказывать давление на сосуды и нервы, вызывая онемение рук или затруднение кровотока. Этот факт напоминает, что человек не идеально симметричный механизм. Мы не производим одинаковые копии людей, каждый организм слегка экспериментальный проект природы. Иногда она добавляет лишние элементы, иногда пропускает шаги, иногда модифицирует конструкцию без видимой причины. Твоя анатомия не стандарт, а вариация. Кровь – это жидкая ткань, а не просто жидкость. Обычно люди думают о крови как о ярко-красной жидкости, которая переносит кислород. Но по сути кровь – это полноценная ткань, такая же как мышцы или кости. Просто у нее нет фиксированной формы. Она состоит из множества клеток – эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, которые плавают в плазме как элементы живой взвеси. Эти клетки выполняют функции, которые невозможно свести только к переносу кислорода. Эритроциты – это миллиарды мини-такси, курсирующих по телу и раздающих кислород всем клеткам без исключения. Лейкоциты – это живая армия, которая ведет разведку, атаки, устраивает химические ловушки и даже применяется стратегией самоубийства, чтобы защитить тебя. Тромбоциты – ремонтная бригада. Они мгновенно латают повреждения, создавая пробки и блокируя кровотечение. Но самое удивительное, кровь умеет переходить между разными состояниями. Она может быть текучей, но в нужный момент превращается в гель, а затем снова в жидкость. Это делает ее уникальным биоматериалом, который не может создать ни один инженер. Ты носишь внутри себя живую, динамичную ткань, которая сама решает, кем ей быть. У сердца есть собственный микромозг – 40 тысяч нейронов. Сердце – это не просто насос, в нем есть собственная нервная система, около 40 тысяч нейронов, которые способны принимать решения автономно, без команды от мозга. Этот кардиальный мозг регулирует скорость сердцебиения, реагирует на гормоны, фиксирует стрессовые сигналы, а иногда даже опережает реакции мозга. Знаешь ощущение «что-то не так», когда сердце начинает биться быстрее, хотя ты еще ничего не понял? Это и есть работа микромозга сердца. Он иногда первым замечает опасность. Сердце может продолжать работать даже вне тела. Если есть питание, оно само будет сокращаться. Оно не ждет приказов, оно генерирует ритм самостоятельно. Ученые все чаще говорят, что сердце влияет на эмоции сильнее, чем мы думали. Когда сердце посылает сигналы, мозг подстраивается под них. То есть эмоциональные реакции – это не только сверху вниз, мозг тела, но и снизу вверх, сердце, мозг. Ты буквально чувствуешь сердцем, не поэтически, а физиологически. Твои кости прочнее стали, если сравнивать по весу. Если сравнивать сталь и человеческие кости просто как материалы, то по удельной прочности, прочность на единицу массы, твои кости – победители. Они выдерживают огромные нагрузки, которые инженер назвал бы безумием для такого веса. Секрет в структуре. Кость не монолит, а умная решетка. Внешняя часть плотная как камень, внутренняя пористая, похожая на пену. Это позволяет кости одновременно быть легкими и выдерживать давление до нескольких тонн. Например, бедренная кость спокойно переносит нагрузку, которую ты оказываешь на нее при прыжке, беге, падении и резких движениях. Кроме того, кость постоянно обновляется. Клетки остеокласты разрушают старые фрагменты, а остеобласты строят новые.
Это живой строительный материал, который никогда не стоит на месте. Сталь со временем ржавеет и теряет свойства, а кости, наоборот, становятся плотнее, если ты их нагружаешь, и слабее, если ты много сидишь. Ты буквально управляешь прочностью своего скелета. Человек в состоянии аффекта может проявлять нереалистическую силу. В фильмах мы видим сцены, где герой поднимает машину или ломает металлическую дверь. И кажется, сказки. Но в реальности описано множество случаев, когда люди в состоянии аффекта, сильного стресса, паники, угрозы жизни демонстрировали силу, которой в обычном состоянии у них нет. Почему так происходит? Потому что мозг в обычной жизни ограничивает тебя. Он включает внутренний предохранитель, который не дает мышцам работать на максимуме, чтобы не порвать связки, сухожилия и не сломать кости. Но когда ситуация угрожает жизни, мозг снимает ограничения, отключает режим безопасности и выпускает резервные ресурсы. В кровь выбрасывается адреналин, ускоряется сердцебиение, расширяются сосуды, мышцы получают мгновенный доступ к большому объему энергии. Есть задокументированные случаи, когда матери поднимали автомобили, чтобы вытащить ребенка. Люди пробивали деревянные стены, вырывались из металлических ловушек, удерживали вес, который превышал их собственную массу в несколько раз. Это не суперсила. Это твоя реальная сила, которую мозг тщательно скрывает, чтобы ты не покалечил себя в обычной жизни. Самая сильная мышца по удельной мощности – жевательная. Если оценивать мышцу по абсолютной силе, победят ноги, спина или ягодицы. Но если смотреть на удельную мощность, то есть силу в пересчете на площадь и массу, твой жевательный аппарат, особенно височная мышца, входит в абсолютные чемпионы. Эта мышца способна развивать давление до 80 кг силы на квадратный сантиметр. Именно поэтому человек может разгрызть орехи, ледяные куски и даже вещи, которые для других млекопитающих проблема. Жевательная мышца работает почти без остановки всю жизнь. При еде, разговоре, пережевывании, рефлекторных движениях, иногда даже во сне, если ты стискиваешь зубы. Она вынослива настолько, что может делать десятки тысяч сокращений в день и при этом не закисляться так быстро, как мышцы ног или рук. Интересно, что у наших предков эта мышца была еще сильнее. Они пережевывали жесткую пищу, травы, сырой корень, жили без ножей и блендеров. И если бы вернуться на пару сотен тысяч лет назад, то человек мог бы челюстью сломать кость мелкого животного. Если хочешь узнать, насколько мощна твоя жевательная система, попробуй съесть сухарь без воды. Но не переломай зубы, они не такие обновляемые, как мышцы. У младенца 300 костей, у взрослого 206. Когда человек рождается, его скелет напоминает конструктор. Отдельные элементы из хрящевой ткани, которые гибкие, упругие и почти не ломаются. Это нужно для того, чтобы ребенок мог пройти через родовые пути и в первые годы жизни активно расти. Со временем хрящи минерализуются и превращаются в полноценные кости. Некоторые из них срастаются, например, кости черепа соединяются так, чтобы мозг мог увеличиваться в объеме, а затем фиксируются, когда рост замедляется. Кости таза, позвонки, некоторые ребра – все это в детстве отдельные элементы, которые к взрослому возрасту объединяются в более крупные блоки. Именно поэтому дети такие гибкие, их суставы эластичны, связки мягкие, кости сгибаются, а не ломаются. Но взросление превращает этот пластилин в твердый каркас, который уже не такой податливый, но значительно прочнее. Эволюция использует максимально хитрый подход. Пока ты растешь, твой скелет гибкий. Когда нужно выдерживать вес и удары, он становится плотным. Это одна из причин, почему взрослый не может сесть на шпагат так же легко, как ребенок. Мышцы используют электричество так же, как техника. Каждое движение твоего тела – это результат электрических сигналов. Мозг посылает импульс по нерву, ионные каналы открываются, натрий и кальций меняют концентрацию, мышца сокращается. Если описать это проще, твои мышцы – это биологические электромоторы. Когда ты берешь в руку кружку, поднимаешь сумку или нажимаешь кнопку мышкой, все это работа миниатюрных электрических схем. Причем твои мышцы работают эффективнее, чем любые созданные человеком электрические актуаторы. Они не перегреваются мгновенно, не ломаются от перегрузки, быстро ремонтируются, адаптируются к нагрузке. Каждая клетка мышечной ткани – это фабрика энергии, которая перерабатывает химическую энергию, АТФ, в механическую. Если бы мышцы не использовали электричество, ты бы двигался так же медленно, как растение. А самое безумное, если дать телу внешний электрический заряд, мышцы будут сокращаться даже без участия мозга.
Это то, что используют врачи при электростимуляции, и что долгое время считали магией, пока не разобрались в физиологии. Организм может временно выключать боль для выживания. Боль – это сигнал опасности, но иногда мозг отключает ее. Не потому, что он добрый, а потому что иначе ты бы не выжил. В моменты сильного стресса, опасности, травмы мозг может выделять эндорфины и энкефалины, природные обезболивающие, которые работают в разы сильнее некоторых наркотиков. Человек может не чувствовать переломов, потери крови, резаных ран, потому что тревога и адреналин важнее боли. Мозг выбирает: сначала спасаем жизнь, потом разберемся с ущербом. Это объясняет случаи, когда люди убегали на сломанных ногах, продолжали драку с пробитыми ребрами, держали вес, который должен был раздавить их. Боль возвращается позже, когда опасность минует. Тогда обезболивание отключается, и человек внезапно понимает, насколько он ранен. Это не суперспособность, это встроенный механизм выживания, который унаследован от предков. Твой мозг не просто орган мышления, это стратег, который в критический момент ставит задачу – выжить любой ценой. Желудочная кислота может растворять бритвенное лезвие. Внутри тебя живет маленький химический завод, который по мощности иногда ближе к аккумуляторной кислоте, чем к просто соку для переваривания котлетки. Желудочный сок содержит соляную кислоту такой концентрации, что в лабораторных условиях она способна разъесть сталь тонкого бритвенного лезвия. Если бы ты плеснул такую кислоту на стол, от нее уже было бы не по себе. И все это внутри тебя каждый день, годами. Стенки желудка не растворяются только потому, что организм играет с кислотой в очень сложную игру защиты. Клетки слизистой постоянно обновляются с бешеной скоростью, а поверх них лежит слой слизистого панциря, в котором есть щелочные компоненты. Они нейтрализуют кислоту у самого эпителия. Как только где-то защита дает сбой, получаешь язву. По сути, твой желудок – это маленький контролируемый ад. Да, бритвенное лезвие ты туда засовывать не обязан, но сам факт. Организм спокойно держит внутри вещества, которые с точки зрения химии гораздо агрессивнее, чем все, что ты обычно видишь на кухне. И при этом сам не растворяется. Это уже не просто пищеварение, это инженерия уровня «сделай кислотное озеро внутри мешка из мяса и не дай ему протечь». Твой кишечник длиннее тебя в 4 раза. Если бы твой тонкий кишечник достали, распрямили и аккуратно выложили на полу, чего мы делать не будем, успокойся, он был бы примерно в 4 раза длиннее твоего роста, от 5 до 8 метров в среднем. Ты ходишь по миру с аккуратно уложенным в животе шлангом длиной небольшого автобуса. Организм упаковывает эту макаронину в виде петель и изгибов, крепит к брюшной стенке специальными связками, подводит к каждой петле сосуды и нервные волокна. Внутри еще одна магия. Стенки тонкого кишечника покрыты ворсинками, а на ворсинках микроворсинки. Это дает колоссальное увеличение площади всасывания. Если развернуть все эти микроворсинки, получится площадь, сравнимая с теннисным кортом. То есть ты ешь с тарелки размером 20 сантиметров, а перевариваешь это на поле площадью с небольшую квартиру. Поэтому даже маленький кусочек шоколадки может подарить мозгу приличную порцию глюкозы, а неудачный фастфуд – приличный удар по обмену веществ. Тонкий кишечник – это твой главный таможенный терминал. Все, что ты запускаешь в себя, рано или поздно проходит через эти 8 метров переговоров с организмом. У тебя есть второй мозг – кишечная нервная система. Нервная система кишечника настолько автономна, что ее официально называют энтеральной нервной системой и иногда вторым мозгом. В ее составе сотни миллионов нейронов, больше, чем во всем спинном мозге. Они управляют перистальтикой, выделением ферментов, контролируют местный иммунитет и даже влияют на настроение. Когда ты нервничаешь и чувствуешь ком в животе или тянущее ощущение под ложечкой, это не поэтическая метафора, а диалог мозга и кишечника по толстому нервному кабелю, который называется блуждающий нерв. В кишечнике живут миллиарды бактерий, которые общаются с этой нервной системой и через нее посылают мозгу химические отчеты. Все ли нормально, хватает ли питания, не завелись ли опасные гости. Часть серотонина, того самого гормона настроения, синтезируется именно в кишечнике. Поэтому иногда твоя грусть, тревожность или наоборот неожиданное ощущение спокойствия – это не только про психотерапию, но и про то, что у тебя сейчас происходит в животе. В буквальном смысле, если ты кормишь свой кишечник мусором, он мстит тебе не только вздутием, но и мыслями. Второй мозг – второй характер. Живот урчит, даже когда ты не голоден, и это не просьба поесть, а фоновая работа твоей внутренней механики. Мы привыкли думать, что урчание в животе – это сигнал организма.
«Эй, пора перекусить». Но на самом деле этот звук – побочный эффект сложной бесперебойной работы пищеварительного конвейера, который не выключается ни днем, ни ночью. Твой желудочно-кишечный тракт устроен как огромная система труб, насосов и перемешивающих барабанов. Даже когда еда давно переварена, стенки кишечника продолжают делать волнообразные сокращения – перистальтику. Эти движения нужны не для того, чтобы перемещать пищу, а чтобы сам орган оставался в тонусе, обновлял содержимое, перемешивал ферменты и не давал застою. Когда в желудке и кишечнике мало еды, внутри появляется больше воздуха, и каждый перистальтический толчок звучит громче. Поэтому урчание – это не голод, а просто пустая акустика в долгом живом туннеле длиной в 4 твоих роста. Еще одна деталь. Кишечник общается с мозгом отдельной нервной системой – энтеральной. И иногда он запускает эти ритмичные волны без всякой логики, просто потому что ему нужно сбросить напряжение и поддерживать правильную моторику. Так что, когда твой живот урчит в тишине, это не просьба покормить. Это звук твоих внутренних механизмов, которые продолжают работать даже тогда, когда ты уже давно закончил ужин. Твое тело постоянно ест само себя, и это не ужас, а гениальный механизм выживания. Звучит как кадр из фильма ужасов, но аутофагия – один из самых умных процессов, которыми располагает твой организм. Это не разрушение, а высокоточная внутренняя уборка, благодаря которой ты вообще можешь жить дольше нескольких месяцев. Представь, что внутри тебя бесконечно работает маленькая армия клеточных работников. Они не отдыхают, не задают вопросов и не ждут команд сверху. Их задача искать все старое, поврежденное, бесполезное. Куски белков, сломанные митохондрии, мутирующие элементы, токсичные обломки. И как только они что-то находят, они поглощают это, перерабатывают и превращают в стройматериалы для новых клеточных деталей. Это не просто чистка, это обновление. Каждый день твой организм уничтожает триллионы собственных фрагментов, чтобы заменить их свежими, исправными и более эффективными. Когда аутофагия работает хорошо, ты чувствуешь себя энергичнее, кожа выглядит чище, иммунитет крепче, мозг работает быстрее. Когда она нарушается, организм буквально зарастает клеточным мусором. Ученые связывают слабую аутофагию с преждевременным старением, болезнями и снижением жизненного тонуса. И вот парадокс. Чтобы выжить, организм должен разрушать сам себя. Чтобы жить, он должен постоянно перерождаться. Аутофагия – это не пугающий процесс. Это твой встроенный режим саморемонта, который делает из тебя обновленную версию каждый день. Ты ежесекундно вдыхаешь частицы собственных клеток. Каждые пару секунд ты проглатываешь и вдыхаешь самого себя, но в микроскопической версии. Твоя кожа постоянно сбрасывает омертвевшие клетки, примерно 1 миллион за одни сутки. Эти клетки не исчезают магическим образом. Они летают в воздухе, оседают на постели, перемешиваются с пылью, а часть из них ты снова втягиваешь в легкие при вдохе. Теперь вспоминаем, что твоя кожа – гигантская пленка площадью около 2 квадратных метров. Она обновляется непрерывно, как невидимый дождь. Ты буквально постоянно шелушишься, просто в микромасштабе. Но вот странная деталь. Эти же клеточки играют роль в создании домашней пыли. Большая часть пыли в твоей комнате – это ты. Люди на самом деле живут в облаке собственного биологического снега, который падает с кожи. То есть ты вдыхаешь дом, и дом вдыхает тебя. Биологическая экосистема твоей комнаты – это не юмор, это факт. Пыль – это твой биологический след, который ты оставляешь буквально везде, где появляешься. Крошечные кусочки тебя путешествуют по воздуху, живут на поверхностях, а потом возвращаются обратно в тебя. Замкнутый цикл. Экология очень личного уровня. Ты можешь почувствовать вкус носом. Даже если ты никогда не задумывался, твой нос – главный шеф-повар твоей жизни. До 90% ощущений вкуса – это на самом деле запах. Ты думаешь, что любишь вкус клубники? На самом деле ты любишь ее аромат, который твой мозг интерпретирует как вкус. Когда ты ешь, микроскопические молекулы еды поднимаются в носоглотку и попадают в рецепторы, расположенные высоко в носу. Они запускают мощнейший нейронный сигнальный каскад, и мозг выдает шоколад. Если зажать нос, еда становится картоном. Мозг теряет информацию и вкус обнуляется. Это происходит даже у детей. Малыши, которые не хотят есть брокколи, часто просто зажимают нос и автоматически уменьшают количество вкусовых сигналов. Но есть еще страннее деталь. Когда ты вдыхаешь запахи, рецепторы способны различать более триллиона ароматов. Это делает твой нос одним из самых чувствительных биологических сенсоров на планете. Никакая лаборатория еще не создала прибор, который работает так же изощренно, как твой нюх. Поэтому, да, технически ты ешь носом.
Язык всего лишь инструмент для определения базовых категорий вроде сладкого и соленого. Все остальное делает твоя личная носовая лаборатория. У тебя в теле живет собственная микробная экосистема. Ты не один, ты никогда не был один. Внутри тебя живет около 40 триллионов микробов, бактерий, вирусов, грибков, архей. Их больше, чем твоих клеток. Ты – ходячая, теплая, влажная, питательная экосистема, которая передвигается по миру и обеспечивает эти крошечные формы жизни всем необходимым. Они живут в кишечнике, на коже, в ротовой полости, даже в носу. Некоторые работают как твои личные фермеры. Перерабатывают пищу, синтезируют витамины, тренируют иммунитет. Другие – просто наблюдатели. Третьи – потенциальные враги, которые держатся в рамках только благодаря строгому контролю твоего организма и других микробов. Но вот самое странное – микробиота влияет на твой характер, уровень тревоги, настроение, тягу к еде, скорость мышления. Ученые уже всерьез обсуждают, что человек не организм, а суперорганизм. Симбиоз большого тела и миллиардов крошечных пассажиров. Ты можешь поменять питание, и микробы поменяют твое настроение. Ты поменяешь окружение, и микробиом адаптируется, перекроит тебя под новые условия. Ты – это не только ты. Ты – это целая биологическая цивилизация. Твое сердце может продолжать биться без тела на питательном растворе. Даже если сердце полностью отделить от организма, что мы, конечно, не делаем дома, оно будет продолжать биться. Просто потому, что в нем встроен собственный генератор ритма – синоатриальный узел. Этот маленький участок тканей выполняет роль внутреннего метронома, который генерирует электрические импульсы, заставляющие сердце сокращаться. Для работы ему не нужен мозг, нервы, сознание, только кислород и питательная среда. Ученые использовали такие живущие автономно сердца в экспериментах, изучали аритмии, тестировали лекарства, наблюдали реакции на химический состав крови. Сердце может менять ритм, ускоряться, замедляться, впадать в фибрилляцию. Все это без единой команды извне, оно живет по своим правилам. И когда ты чувствуешь ускоренный пульс от страха или волнения, это не мозг отдает приказ. Это химические сигналы из крови влияют на автономный мотор, который работает независимо и почти упрямо. Ты думаешь, что контролируешь свое тело, но твое сердце работает само по себе, и ты просто едешь в этом автобусе. Твои эмоции меняют химию кожи, буквально. Кожа – это не просто барьер, это живая химическая лаборатория, которая реагирует на эмоции так же быстро, как твой мозг. Когда ты злишься, боишься, стесняешься или волнуешься, твоя кожа меняет состав липидов, уровень влаги, температуру, микробный баланс и даже pH. Страх усиливает потоотделение и запускает секрецию специфических химических веществ, по которым животные распознают страх у других особей. Злость активирует микроциркуляцию, меняет цвет кожи, делает ее теплее и даже более восприимчивой к бактериям. Стыд запускает резкий прилив крови и расширение сосудов. Но самый удивительный эффект – эмоции меняет микробиом кожи. Когда ты в стрессе, повышается уровень кортизола, нарушается барьер и микробы начинают вести себя иначе. Размножаются одни виды, ослабляются другие. Это может вызывать раздражение, высыпание, сухость или наоборот жирность. Кожа – это сенсорная панель твоего психического состояния. Она читает эмоции и переводит их на язык химических реакций. Ты можешь улыбаться, делая вид, что все нормально, но кожа не врет. Она отражает то, что происходит внутри. Твое тело – это не механизм, а дикий, непредсказуемый биокосмос, который живет по собственным законам. И если эти 33 факта взорвали тебе мозг, представь, сколько тайн скрыто дальше. Хочешь продолжение? Напиши об этом и откроем следующую дверь.